Есть блюдо, в которое идет жареный лук. И от того, как вы обжарите этот лук, от того, какой вкус и аромат жареного лука вы получите, зависит вкус самого блюда. Пускай жарится, мне еще фарш необходимо сделать. Ну, обыкновенный фарш, самый обыкновенный. Совсем немного говядины и довольно много печени. Разумеется, кубики сала, все это без этого вкусно не будет. Хотя у нас лук жарился на сливочном масле. Довольно много сливочного масла. Не случайно у меня стоит кусок хорошего сливочного масла. И сливочное масло даст жирность фаршу. Но, тем не менее, немного кубиков сала внутри фарша не помешает. Мясо я пропустил через довольно крупную мясорубку. А лук вот уже почти что готов. Знаете? Так. Вот что сюда необходимо добавить к этому луку. Блюдо, которое мы сегодня готовим, не на один раз. Его люди будут кушать, может быть, 3 дня, 4 дня, пока не доедят. Поэтому к луку необходимо добавить куркуму, чтобы готовое блюдо, готовый продукт, готовая гастрономическая услада не испортилась слишком быстро. Куркума предотвращает порчу, потому что является антисептиком, причем очень хорошим антисептиком. Вот некоторые люди говорят, мол, ранку можно куркумой присыпать, и все очень быстро заживет. Я не пробовал, и вам не советую. Тем не менее, лук куркумой я присыпаю практически всегда, каждый раз. Цвет красивый, запах красивый. Да лук уже практически готов. И он еще будет готовиться вместе с фаршем довольно долго. Поэтому можно отложить его в сторонку. А на место лука на плиту я ставлю воду. Обыкновенную воду, которая мне понадобится для того, чтобы превратить в фарш вот эту замечательную печень. Это говяжья печень. Можно взять баранью, можно взять свиную. Мясо тоже. Вот, можно взять говядину, можно баранину, можно свиное. Кто что ест. Кто что ест и у кого что есть. Да? И можно было бы взять и куриную печень. Какая проблема? Мало кто различит в готовом блюде. Но для начала давайте так. Вот с печени все прожилки подобного рода необходимо удалить. Ну, здесь буквально 5-10 грамм потеряете, на вкусе, на консистенции готового блюда это скажется очень-очень положительно. Немного соли в воду. И я буду опускать печень кубиками для того, чтобы ее подварить. Кто читал мой рецепт бухарско-еврейского бахша, помнит этот прием хорошо. И все, закидываем по несколько кубиков. Не всю печень сразу. Кубики должны только побелеть. И вот они сейчас, смотрите, они внутри жидкие как бы. Видите, да? Видите, какая консистенция у них? Как только мы их подварили, как только они побелеют, они изменят свою консистенцию. Они станут более твердыми. Если прям вот так печень пропустить через мясорубку, ничего хорошего не получится. Получится неприятное зрелище. А подваренная печень работает отлично. Ее, кстати говоря, если хотите нарезать кубиками печень, ну мало ли что, может кто-то захочет нарезать кубиками, а не пропускать фарш через мясорубку, то то же самое. Вот так ее нарезать довольно трудно, а когда она подварена, она режется отлично, очень легко. Сколько минут, сколько секунд надо подваривать печень? Ну, смотрите, опускаем в кипяток. Печень-то холодная, кипение сразу прекращается. Нагрев умеренный. И как только закипела вода снова, убираем печень из воды. И все. Понимаете? Никаких секундомеров не надо, пожалуйста. И обратите внимание, что печень я выкладываю не в какую-нибудь глубокую миску. Я раскладываю на подносе, чтобы она как можно скорее остыла. Потому что нам сейчас предстоит сделать
из печени фарш, а потом соединить ее с мясным фаршем, с яйцами, с жареным луком. И как бы ни получилось так, что слишком горячая печень, например, не сделала белок яиц твердым. Понимаете, да? До поры до времени фарш должен оставаться, как бы сказать, жидким. Еще мне понадобится сало. Опять-таки, любое сало. Я вам говорю, что и мясо, и печень могут быть любыми. Куриные, не знаю, там, говяжьи, бараньи, хоть от верблюжатины берите. Ради бога. Вот так, наверное, подлиннее могут, да? Мне надо получить красивые, более-менее ровные полосочки сала для украшения того, что мы сегодня с вами будем готовить. Все. Вот это оставляем на потом. Вот, посмотрите. Нарезаем такими полосочками. Можно, наверное, и потоньше. Если кто не любит жирное, режьте потоньше, хорошо? Я понимаю, что сало, которое будет украшать это блюдо, оно будет украшать не только внешний вид блюда, оно будет украшать еще и вкус блюда. Поэтому я буду резать такими умеренными полосочками. Пока что отложим в сторонку. Сейчас нам нужно нарезать это сало кубиками. Можно, конечно, пропустить сало через мясорубку, но, честное слово, как-то не так получается. Вот кубиками, аккуратными кубиками будет гораздо симпатичнее. Еще понадобится петрушка. Рецепт не мой. Рецепт, который довольно широко распространен, там, не знаю, в Америке, в Европе где-то, да? Рецепт довольно старый. Если бы те люди, которые придумывали этот рецепт, знали, насколько хорошо подходит к печени кинза, они бы клали кинзу, а не петрушку. Но давайте так, давайте мы умничать будем потом, а пока что все сделаем почти что строго по рецепту. За исключением не имеющих значения изменений. Вот такие, как вот какая печень? Телячья, свиная, баранья. Никто, ни один человек не может определить по вкусу в готовом блюде. Ручаюсь вам. Ну, петрушки обычно мало, добавляю кудрявую. И вообще, когда вам начинают писать про майоран, про тимьяны, ну, в общем, про что-то, чего у вас нет из зелени, из аромата зелени, берите то, что вы любите. Если вы не уверены, сочетается ли эта зелень одна с другой, ну, возьмите веточку того и другого, сверните вот в рулетик какой-то, сливочное масло, хлеб и съешьте. Вкусно? Все, вот так и кладите. Понятно? Петрушка кудрявая практически не отличается по вкусу от петрушки обычной, листовой. Ну вот все мелко-мелко и порежем. Петрушечка готова, пересыпаем к фаршу. Скоро мы вообще все будем соединять. У нас кроме вот печени, мяса, сала, да, или там какого-то жира, петрушки, пойдет еще сушеный чабрец. Ну, есть у меня, вот я его и добавляю. И уверен, что он никак не испортит вкус будущего блюда, а наоборот, украсит его. Чабрец и мясо просто рождены друг для друга. Понимаете? Палочки потом аккуратненько убрать. Оставить только мелкие листики. Ну, чуть-чуть так вот, только для запаха. Печень остыла, и можно ее пропускать через мясорубку. Вперед!
Там, кажется, в мясорубке еще немножко осталось, то ли печени, то ли мяса. Кусочек белого хлеба возьмите, пропустите, и не беда, даже если этот белый хлеб выйдет и попадет в фарш. Сюда все равно еще добавлять белый хлеб, правда, в виде сухарей. Мы взяли булку хлеба, белого хлеба, обрезали вот точно так же всю вот эту подрумяненную корочку и подсушили в духовке, так, чтобы сухарики остались белыми. Понимаете? Если бы мы готовили что-то для панировки, то, может быть, сухари могли бы быть золотистого, красного цвета, ничего страшного. Но в это блюдо нужны белые сухари. И вот теперь соединяем все вместе. Превосходно поджаренные на сливочном масле, именно на сливочном, не на топленом. Пусть белок, который содержится в сливочном масле, остается на месте. В топленом масле белка нет, да? А здесь этот белок нам нужен для усиления вкуса того, что у нас получится. У нас должна получиться такая мясо-ливерная буханка, которую мы будем потом спокойненько, когда что-то захотел перекусить, нарезать ломтиками и кушать. Сухарики, яйца. И необходимо посолить и поперчить. Вот с солью и перцем, конечно, проблема, потому что я же не могу потом говорить людям, а вы досаливаете сверху. Нет, должно быть посолено и поперчено так, чтобы ни у кого не возникало желания что-то еще добавлять. Я думаю, что сюда может уйти до 2 ложек соли, но кладу пока что 1 ложку с горкой. И перца я положу, наверное, почти полную столовую ложку. Ну, скажем так, столовую ложку без горки. Вот так. Все, теперь сюда яйца для связки фарша. Я не знаю, достаточно ли будет 4, может быть, возьмем еще, а почему бы нет? Да пусть будет. Все съедим. Ну, скажите, пожалуйста, если это будет похоже на колбасу, чего здесь не хватает? Чего здесь не хватает для вкуса, если это будет похоже на колбасу? Да чеснока, конечно. Я возьму, наверное, зубчика 4 чеснока, а потом проверим. Прежде чем готовить это все вместе, мы проверим. Знаете, каким образом? Смотрите, не переключайтесь внимательно, и вы увидите гениальный способ, как проверять фарш, прежде чем готовить из него, скажем, там, котлеты, какой-то пирог и так далее. Вот и все. Теперь содержимое этой бадьи необходимо тщательно перемешать. Может быть, есть смысл даже надеть перчатку, чтобы под ногти не позабивались эти специи, да, куски мяса, и перемешать руками. Многие спрашивают, ну зачем перчатка, это же еще вот будет подвергаться термообработке. На самом деле это все еще будет подвергаться термообработке, и ничего страшного не произойдет, если я буду работать чистыми руками. Но здесь была куркума вместе с луком. Куркума пропитывает кожу, ногти очень качественно. Потом не знаешь, чем отмыться и как очистить руки. Через несколько дней сами собой очистятся. Поэтому перчатки. Ничего плохого в данном случае здесь нет. Иногда, это не каждый раз, но может оказаться так, что фарш получится слишком жидким. Это будет зависеть от печени, насколько глубоко вы ее подварили. Это будет зависеть от количества яиц, от пропорций. Иногда мясо просто бывает таким вот чрезмерно, скажем, сочным, да? И фарш получается жидким. Что в этом случае необходимо сделать? Необходимо просто взять и добавить еще сухарей. То есть сухари готовьте с запасом. И не расходуйте все сразу, когда вы готовите. Вот здесь у меня получается 3 или 4 килограмма будущего продукта. Да? Добавить в фарш всегда можно что-то. А вот убрать из фарша что-либо невозможно. Давайте плиточку включим и проверим.
хороший ли получился фарш. Я просто возьму вот немного этого фарша, сделаю небольшую котлетку, которую сейчас же немедленно и попробую. Попрошу, чтобы мне принесли чуть-чуть хлеба. Вот. Масло здесь есть на сковородке, этого достаточно. Попробуем и узнаем, достаточно ли соли, достаточно ли перца. Иногда есть смысл посоветоваться с членами семьи. Все ли хорошо. Ну, вот так, условно готово. Повар должен уметь грамотно рисковать. Знаете что? Если кому это не запрещено, добавьте в такой фарш хороший коньяк, либо бренди. Прям вот граммов 100, не меньше. Вот на такое количество, не меньше. Для чего? А это поможет сохранить блюдо тоже. И улучшить его вкус. Если бренди и коньяк по-настоящему вкусные. А здесь все хорошо. Здесь вот сюда больше ничего добавлять не надо. Поэтому мы можем приступать к самому приятному делу. К работе с сальником. К работе с сеткой. Вы знаете, что это такое, да? Кишечник любого животного, хоть барана, хоть коровы, хоть теленка, окружен вот таким сальником. И вот он сейчас понадобится. Вы увидите для чего. У кого-то пылятся утятницы. Берите утятницу. У кого-то есть какие-то другие формы. Неважно, из какого они материала. У меня вот керамическая, но, еще раз повторяю, это в данном случае абсолютно не важно. Хоть из фольги форму возьмите. Когда вы готовите что-то в духовке, либо в печи, это не имеет никакого решающего значения. Может быть, только за счет того, что насколько быстро это нагреется. Насколько быстро тепло пройдет внутрь продукта. Теперь выстилаем сальником всю форму, да? И, я предвижу, конечно, вопросы. Мне напишут, что где-то в каком-то городе вывели особую породу скота, у которого сальника нету. Мне напишут, что у нас такого не продают. Это я знаю заранее. Ничем другим заменить его невозможно в данном случае. Только сальник. Почему? Можно было бы смазать каким-то жиром, маслом сливочным, не знаю, там и так далее. Но это фарш. Этот жир потом закипит, там масло закипит, фарш пройдет на дно и прилипнет к дну. А вот это вот, во-первых, пропитает жиром, а не помешает. У нас фарш не слишком жирный. Гораздо постнее любой колбасы. И этот продукт, он тоже весил полкило, поэтому я его солю. Соли достаточно было для фарша, а для сальника соли недостаточно. И все укладываем. Утрамбовываем очень плотно. Нежелательно, чтобы внутри оставались какие-то пустоты, трещины, но вы сами понимаете, да? Должно же выглядеть очень хорошо на срезе. Это же потом будут нарезать небольшими ломтиками. Вот так вот раз напополам, достали этот кусочек, нарезают. И едят вечером, когда перед сном, когда телевизор посмотрели или вдруг включили канал Сталика Ханкишеева, на который, конечно, не забыли подписаться, не забыли нажать колокольчик. И он там что-то такое показывает, и сразу потянуло к холодильнику. И в холодильнике у вас стоит вот такая буханка мяса ливерного фарша. Очень вкусная. Смотрите, как форму подобрал-то. Как раз по размерам. Но это еще не все. Видите, вот эти полоски сала? Я же вам обещал, что я их израсходую. Этим всем будем украшать сверху. Для чего? А они будут потихонечку в печи, когда будет стоять, они будут растапливаться и будут пропитывать фарш. И получится очень вкусно. Если
Кто-нибудь любит читать этикетки? Ну, сходите, прочитайте там этикетки про диетические сосиски, не знаю, там, или докторскую колбасу, там написано, мол, 15 или 20% фарша. Не знаю, сколько там написано у них. Я не покупаю, не знаю. Врут безбожно. Там жира, на самом деле, намного больше. Приготовьте домашнюю колбасу один раз сами, вот с 20% жира, то есть 4 килограмма мяса и 1 килограмм жира какого-то возьмите. И вы получите что-то очень постное, очень сухое, не ароматное, невкусное. И вы сами убедитесь, что нет, на самом деле в той колбасе, которую там продают, жира гораздо больше. И еще какого жира? Они что, курдюк клали? А? Да ни за что. Вот. Вот. Очень красиво. Красиво же? Мне нравится. Полосочки сала. Вот, наконец-то до них добрались, дошли. Вот так вот. Вот так вот. Ух. Ух. Как же это будет вкусно! Охо! Этого курдюка здесь было граммов 150. И, разумеется, его тоже потребуется посолить. Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, как это будет выглядеть в готовом виде? Это все будет запекаться сейчас в печи. Довольно долго. Начинаем с горячей печи, потом она постепенно остывает, ну и пусть остывает. Вот это все превратится в выжарки. В одну такую сплошную, очень вкусную выжарку, которую мы так любим, когда готовим плов, да? Никто же не отказывается. Вот чем будет покрыта вот это вот паштет, не паштет, в общем, это буханка из мяса и ливера. И, разумеется, эти выжарки, сейчас слюну сглотну, они должны быть подсоленными. Не соленые они будут. Да невкусно же будет, ну невкусно. Вот так. И хорошо, тем более, что вот еще сверху тоже же это внутреннее сало, вот это вот сальник. Им вот так вот все плотненько укрываем. Если он после холодильника, то бывает довольно хрупким и неловко с ним как-то работать. Вы его положите в горячую воду. Прямо вот так, прям без упаковки, без ничего, в горячую воду положите. Пусть полежит. И он станет очень мягким, податливым. Вот. Ну а теперь я должен проверить печку, как она у меня там протопилась. О, повезло. Вот это осталось, знаете, еще можно завернуть сюда что-нибудь и приготовить. Да хоть овощи, вот набор овощей заверните сюда, в этот сальник, и спеките в духовке. Это невероятно вкусно. Так устроен человек, так устроен человеческий вкус. Понимаете, нам вкусно все то, что нас хорошо питает, и все то, что нас питает на продолжительное время. Не так, что вот то, что съел, и через 5 минут снова голодный. А вот такое съешь, и будешь сыт, весел, бодр, и будешь улыбаться, так как я. В печи еще тлеют угольки, это замечательно, но сейчас, когда я закрою дверь плотно, а она у меня закрывается плотно, угольки потухнут. И печь начнет остывать. Сейчас она разогрета градусов до 200-210, может быть. Вы духовку разогреете на 190. И потом постепенно, каждые полчаса убирайте на 5-10 градусов. В конце приготовления в духовке должна быть температура градусов 150. А запекать вот эту штуку, ну это же тяжело. Здесь вот килограмма 4 сплошного фарша. Придется часа 3-4. Счастье кулинара. Знаете, почему я так назвал эту книгу? Дело в том, что я стал счастливым человеком только тогда, когда начал заниматься исключительно кулинарией, моим любимым делом. А как же я стал кулинаром? Эта книга во многом автобиографическая. Только и биографию свою я рассказываю не когда родился, где крестился и так далее. Я рассказываю в этой книге, что я
любил кушать в детстве, что для меня готовила мама, бабушка, другие родственники. Например, что готовили при моем рождении. Вот будет смеяться, готовили не плов, готовили пельмени в день, когда я родился. То, что я, как уже говорил, очень любил в детстве, то, что мы с супругой стали готовить, когда создали семью. И вот вся история нашей семьи рассказана через вот эти блюда, которые мы готовили вместе. Баварские сосиски. Ждали вы от меня такого блюда? Вот, например, салат по-уйгурски из требухи. Этому салату я научился уже, когда вполне осознанно занимался кулинарией. Картофельный салат, но не обычный, как все готовят, а уникальный, с особым вкусом. Маринованные баклажаны. Знаете, надо вот один раз взяться, замариновать и очень долго радовать. Как приготовить там малосольные огурцы, соленые огурцы, как приготовить бочковые помидоры соленые, как законсервировать помидорчики и огурчики. Одним словом, здесь рассказано о блюдах на все случаи жизни. Корейские, узбекские, русские, вот даже испанское, пожалуйста, гаспачо. Здесь масса блюд со всего мира. Все то, что помогает нам, я имею в виду нашей семье, жить очень вкусно и счастливо. Я от всей души желаю такого же счастья всем хорошим людям. Мороженое. А как не побаловать внуков мороженым? Знаете, как они любят мороженое? О, куличи. Одним словом, эту книгу, по моему мнению, должна иметь каждая хорошая семья, увлекающаяся кулинарией. Купить эту книгу можно только в моем интернет-магазине stalik.ru. Она не продается ни в каких других интернет-магазинах, не продается на маркетплейсах. Stalik.ru вам помогут выбрать другие книги в подарок вашим друзьям. Если вы купите 2 книги, либо 3 книги, там постоянно проходят какие-то акции, скидки, то одну книгу вы можете получить даже бесплатно. Одним словом, обращайтесь на сайт, звоните, пишите. Мы будем вам очень рады. Ну вы что думали, вот испек и все сразу подавай? Нет. Это полагается как следует остудить. И я думаю снять сальник, по крайней мере, сверху. Он здесь не нужен. Здесь достаточно курдючного сала, которое охраняет сочность получившегося изделия. Ну вот и все. И можно нарезать, можно подавать. Однако знатоки говорят, что такие блюда лучше сначала остудить. Причем остудить, может быть, день, может быть, 2. Пусть постоит в холодильнике, и от этого станет только лучше и только вкуснее. Не знаю, сейчас проверим, стоит ли соглашаться со знатоками. Эх. Надо быть уверенными, что прорезали до конца, чтобы этот ломоть вытащить целиком. Вообще бы вынуть это отсюда как буханку хлеба, да и все. Что? Слабо? Не слабо. Не слабо. Не слабо, нам вообще ничего не слабо. Нас вообще не удивить никакими рецептами, никакими сложностями, потому что мы настоящие кулинары. Ну что такое для нас приготовить какой-то там, понимаешь ли, мясной хлеб? Ерунда. Я вот что думаю. Если говорить про перекусить, то здесь хватит на 4. А если говорить про ужин, то вместе с хлебом да салатом этого очень хватит на 2. Однако давайте нарежем аккуратными ломтиками. Думаю, что когда фарш застынет еще лучше, сейчас он все-таки относительно теплый, то получится гораздо аккуратнее. Но то, что это и сейчас уже очень вкусно, я вам ручаюсь.
А что я возьму-то и попробую. Однако я определенно вам могу сказать, что это в любом случае очень вкусно. Настолько вкусно, что я от всей души желаю всем зрителям нашей программы больших успехов и, как всегда, приятного аппетита! Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. Сильные блюда полагается подавать с гарниром. Что в качестве гарнира? Можно, конечно, взять картошечки намять, там, пюре сделать. Или пожарить картошку. Но одна картошка в качестве гарнира, мне, ребята, кажется довольно скучно. Поэтому я беру всякие овощи и даже грибы. Грибы я беру шампиньоны, самые маленькие. Их аккуратненько очистили. Да? Вот это корень петрушки. Очень ароматная, вкусная штука. Если есть корень сельдерея, хорошо, положите корень сельдерея. В общем, возьмите кому что нравится. Но надо порезать так, чтобы эти овощи приготовились одновременно. Корень петрушки может готовиться подольше. Вот такой молодой лук-шалот, если вы хотите, чтобы он сохранил свою структуру, будет готов довольно быстро. Поэтому корень петрушки я нарезаю вот так. Морковку, ну, такая бэйби морковь. Какая-то хипстерская штука, да? Пусть она остается такой, какой и есть. Мы ее просто... Вот сейчас вода закипит, мы ее опустим в воду вариться первой. Может быть, вместе с репкой. Репку тоже нарежем не крупно, примерно так же, как нарезан корень петрушки. Казалось бы, петрушка, да? Но вот везде есть, на любом рынке, в любом магазине. Всегда есть. Корень петрушки? Не всегда. Выращивайте петрушку ради корня. Это очень вкусно. С корнем петрушки можно приготовить рыбные блюда замечательно. Вот точно так же рыбу можно потушить, и это будет просто очень вкусно. Гарнир будет готовиться в два этапа. На первом этапе отваривания. Я думаю, что репу и корень петрушки вместе с морковкой мы будем варить 12 минут. Вот лук достаточно варить минут 7-8. А сколько минут варить картошку молоденькую? Думаю, что 10. Так что с интервалом в 2 минуты мы опускаем по очереди все овощи гарнира. Я посолил, потому что здесь 4 или 5 литров воды, и здесь порядка 3 килограммов овощей. Это все требует соли. Без соли еда вкусной не бывает. Таймер на 2 минуты. Через 2 минуты опускаем картошку. Прошло 2 минутки, ну вот сейчас закипит, там уже на дне начинается какое-то бурление. Опускаем всю картошку и ждем еще 2 минуты. Знаете, когда мы опустили репу и морковь, то температура воды в кастрюле, разумеется, остыла. Там уже не было никаких 100 градусов, было градусов 85-80. То есть у нас сейчас
овощи готовятся при относительно низкой температуре. Но так они лучше сохранятся. Так они лучше сохранят свое богатство и текстуры, и вкуса, и аромата. Ведь это очень важно. Прошло 2 минуты, и теперь мы опускаем лук. Лук, как я уже сказал, я собираюсь сварить всего лишь на всего 6 минут. Я хочу, чтобы он остался даже, может быть, чуточку хрустящим после того, как мы обжарим все эти овощи в сливочном масле. Но не просто в сливочном масле, а в серьезном таком количестве сливочного масла. Вот тогда они приобретут достойный вкус и аромат. Таймер 6 минут. 6 минут. Пошел. А вот грибы мы опустим уже непосредственно в сливочное масло. И они успеют приготовиться вместе с остальными овощами как раз ровно так, как надо. Перец я хочу только окунуть в масло. Это остренький перец, но он очень красивый, обладает удивительным ароматом. Не надо его резать, и вся острота останется там, внутри. А овощам передастся только его восхитительный запах. Назначенное время прошло, и перекладываем все овощи. Они, разумеется, еще живые, но так вот скажем, подваренные, хорошо подваренные. Перекладываем их в невысокую кастрюлю, в которой обжаривать овощи будет гораздо удобнее, чем глубоко. Ну а теперь сливочное масло. Беру хороший, очень хороший шмат сливочного масла. Отрезаю, ну сколько здесь? Вот так, наверное, будет граммов 100. Не меньше. Так здесь овощей ведь пара килограммов. Так что вот эти 100 грамм, это всего лишь 5% жирность, которая совершенно полезна для любого нормального человека. Накроем крышкой, чтобы масло поскорее растаяло. И иногда будем перемешивать. Нагрелось. Вкусный запах пошел. Ну что ж, перемешаем. И пусть начинает потихонечку жариться. Пусть начинает потихонечку шкварчать. В общем, в итоге здесь все должно получиться просто сказочно вкусно, но куда же нам без петрушки, без укропа, без чеснока? Хочу показать вам, как можно сделать традиционную эту зеленую посыпку еще вкуснее, еще ароматнее, еще лучше. Ну, во-первых, петрушка. Надо ее нарезать прям вот совсем мелко, как только можно мелко. Для чего нужен такой размер петрушки? Да она так пахнет сильнее. Петрушка умеет пахнуть, поверьте мне. Некоторые считают, что это только кинза пахнет. Нет, петрушка, вот если ее как положено накрошить, она пахнет будь здоров как. Теперь вот к этому количеству петрушки, ну фактически небольшой пучок петрушки, надо бы добавить зубчика 3 чеснока. Ну, можно и чеснок, конечно, так порубить, но и вот есть чеснокодавилка. И не морочьте себе голову. Берите, да и пользуйтесь. Получится точно так же. Мало кто определит. Теперь сюда необходимо добавить лимонную цедру. Лимонную цедру при помощи терочки. И именно цедру, и именно желтую часть. Ни в коем случае не белую корку, которая горчит. Лимон потом можно использовать точно так же, как обычно. Чай с ним выпить, что угодно. Но запах лимона содержится именно в этой цедре.
Лимонная цедра – это один запах, а вот апельсиновая цедра, ну, кажется, что почти что одно и то же. И то, и другое мы бы определили запах цитрусовых. Но она все-таки послаще. И потом мы выправим все лимонным соком. Что касается сладости, здесь достаточно чеснока. Чеснок, как ни странно, да, он пахнет как острая приправа, но на самом деле он содержит в себе очень много сахара. Он сладкий. И эту сладость подчеркнет вот уже апельсиновая цедра. Все. Аккуратненько перемешиваем, аккуратненько рубим и перекладываем в миску. Лимонный сок. Готовил бы я что-нибудь, ну, как сейчас модно, совсем без жира, то сюда следовало бы добавить, может быть, еще и оливкового масла. Но поскольку у нас и на мясе жира достаточно, и вот здесь в овощах есть отличное сливочное масло, достаточно будет просто лимонного сока. Все, пусть петрушечка, чеснок постоят и станут чем-то одним целым. Помешать. Не забывайте мешать. Здесь не должно ничего подгореть. Здесь даже не должно ничего подрумяниться. Здесь все должно вот так протомиться и превратиться в нечто очень вкусное. И это полезная еда. Во-первых, здесь и витамины есть. Во-вторых, это еда и вполне сытная. И без мяса поешь, и тоже будешь сытым. Ну а уж вместе с мясом это ровно то, что должен прописывать хороший, грамотный доктор для хороших людей. Грибы. Грибам только сливочное масло, их отваривать не надо. И пусть останутся чуточками живыми, и это будет очень хорошо. И надо сейчас перемешать так, чтобы грибы оказались где-нибудь там внизу, возле масла. Все. Пусть готовится, томится, я думаю, что еще минут 10. Но за 2 минуты до полной готовности овощного гарнира не забудьте, пожалуйста, добавить острый перчик. А? Не забудете? Я в вас верю. Ну, совсем уж вечереет. Пора ужинать. Овощи, как мне кажется, получились замечательно. Пахнут на всю округу. Ох, теперь им перчика задать. Овощи готовы. Я с удовольствием отведаю лук, морковку, картошечку. А вам пожелаю приятного аппетита!